Всем привет! Рихард Вагнер – известный антисемит. И даже не просто антисемит, а можно сказать идеолог антисемитизма. Свои антиеврейские выпады он демонстрировал не только устно, но и печатно. Достаточно почитать его знаменитую статью «Еврейство в музыке». Интересно, что антисемитизм Вагнера, в значительной мере патологический, зародился вследствие неприятия его идей в начале творческого пути. И свои мысли по этому еврейскому вопросу он изложил в его работе «Еврейство в музыке». Одна из главных идей там заключалась в том, что, мол, европейская цивилизация и ее искусство чужды для евреев. Еврей может повторять, но создавать, творить он не в состоянии. И в пример в этой работе он приводил Феликса Мендельсона, Генриха Гейне, Джакомо Мейербера. Интересно, но именно в музыке евреев больше всего, например, братья Рубинштейн, сестры Гнесины, Гальденвейзер, Горовиц, Эмиль Гилельс, Мария Юдина, Фейнберг, Роза Маркина, Гинзбург, Рейнгбальд, педагог Гилельса, Ойстрах, Спиваков, Башмет, Бутман, Шнитке, Слонимский, Шаинский и многие другие общепризнанные музыканты. Вагнер писал, что еврейская музыка невыразительна. Он утверждал, будто еврей лишен подлинной страсти, лежащей в основе художественного творчества. Еврей-композитор, по его словам, сваливает в одну кучу формы и стили всех эпох и мастеров. И допускать еврея в мир искусства нельзя, потому что это чревато пагубными последствиями. В статье «Немецкое искусство и немецкая политика» Рихард Вагнер говорил о, цитирую, «вредоносном влиянии еврейства на нравственность нации, о непримиримом противоборстве между германской душой и развращающим воздействием на нее еврейства». Эти идеи вместе с его операми, особенно из цикла «Кольцо Нибелунгов», стали почвой для нацистской идеологии в концепцию культуры. Теперь обо всем поподробнее. «Еврейство в музыке» – это эссе немецкого композитора, в котором он нападает на евреев в целом и на композиторов Джакомо Мейербера и Феликса Мендельсона в частности. Он опубликовал это эссе в «Новой музыкальной газете» под псевдонимом в Лейпциге в сентябре 1850 года. Далее оно было переиздано в расширенном формате в 1869 году, где автором уже был указан сам Вагнер. В письме к Ференцу Листу в апреле 1851 года Вагнер оправдывался тем, что использовал псевдоним для того, чтобы евреи не свели поднимаемые им вопросы до исключительно личностного уровня. В то время Вагнер жил в Цюрихе, куда бежал после неудачи Дрезденского восстания 1849 года, в котором он принимал активное участие. Тогда он был взбешен успехом оперы «Пророк» Мейербера, хотя ранее сам был поклонником его творчества. Тот же также ранее оказывал ему финансовую поддержку и использовал свое влияние, чтобы организовать постановку ранней оперы Вагнера «Риенци», которая принесла молодому Вагнеру в то время первую славу. Также Вагнер был обрадован смертью Мендельсона, популярность стиля которого, по его мнению, ограничивала потенциал немецкой музыки. В своем эссе Вагнер обозначил свою цель. Мол, что нельзя не заметить того, что отрицательное, отталкивающее впечатление, которое производят евреи, гораздо естественнее и сильнее сознательного стремления избавиться от этого негуманистического настроения. Вагнер считал, что евреи не могут правильно говорить на европейских языках, и что еврейская речь приняла характер, цитирую, «невыносимо беспочвенной болтовни, скрипа, писка, жужжания, неспособного выразить истинную страсть». Это обстоятельство, по его словам, лишает их и всякой возможности создавать песни или музыку. Высказывания Вагнера касались не только роли евреев в музыке, но и еврейства в целом. Цитирую. «Евреи – суть демоническая сила, стремящаяся к гибели человеческого рода. Самый язык евреев противен нам. Он подобен перепутанной болтовне. Особенности семитической речи, особенное упрямство ее природы не изгладилось даже под воздействием на нее двухтысячелетнего культурного общения евреев с европейскими народами. В религии евреи давно уже для нас закоренелые враги, недостойные даже ненависти».
О еврейском богослужении Вагнер пишет следующее, цитирую. «Кем не овладело противнейшее чувство, смешанное с ужасом и желанием смеяться, при слушании этих хрипов, запутывающих чувства и ум, этого запевания фальцетом, этой болтовни». Выход Вагнер видел либо в полном устранении их из культурной жизни, либо в их полной ассимиляции. Цитирую. «Для еврея сделаться человеком значит прежде всего перестать быть евреем». В более поздних статьях «Познай самого себя. Героизм и христианство» обе 1881 года Вагнер неоднократно повторял мысль о господстве евреев в экономической и культурной жизни Германии. Он также первым выдвинул идею окончательного решения еврейского вопроса, то есть требовал, цитирую, насильственного устранения. Эссе Вагнера пронизано агрессией. Он призывает евреев искупиться, отказавшись от еврейства. Цитирую. «Мы скажем евреям, принимайте же, не стесняясь, участие в этой спасительной операции. Возродит вас. Тогда мы будем согласны и неразличимы. Но помните, что только это одно может быть вашим спасением от лежащего на вас проклятия, ибо спасение Агасфера в его погибели». Во втором издании уже вместо слова «самоуничтожение» Вагнер использовал слова «кровавая борьба за самоуничтожение», демонстрируя гораздо более агрессивный подход. Израиль – это единственная страна в мире, народ которой безо всяких указов и постановлений заслуженно бойкотирует исполнение музыки Вагнера на своей территории. Всякие попытки любых деятелей искусства нарушить действия народного табу расцениваются как откровенное издевательство над светлой памятью 6 миллионов безвинных жертв Холокоста. Некоторые считают, что нужно отделять искусство от политики и что эмоции не должны преграждать путь развитию музыкальной культуры. Но ведь музыка, в конце концов, тоже относится к миру эмоций. Во всех своих формах она обращена к чувствам людей, которые отзываются на нее скорее сердцем, чем разумом. Почему нужно избавиться от Христа? Вагнер пишет дальше следующее, цитирую. «Ведь в жилах Христа текла позорная, грязная, подлая, звериная еврейская кровь. Полное уничтожение виделось Вагнеру единственным выходом». В 1849 году, в канун публикации своего памфлета, Вагнер пишет следующее, цитирую. «Евреи – это черви, крысы, трихины, глисты, которых нужно уничтожать, как чуму, до последнего микроба, потому что против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы». Неудивительно, что ему же принадлежит та самая идея окончательного решения еврейского вопроса, с энтузиазмом подхваченная геббельской пропагандой. Вагнер был по сути провозглашен пророком и национальным героем Третьего рейха. Музыка Вагнера, названная Гитлером высочайшим выражением немецкой души, звучала на съездах национал-социалистической партии и сопровождала узников их лагерей в последний путь. Антисемитские высказывания прадеда навсегда омрачили мою жизнь. Так говорит правнук композитора Готфрид Вагнер, выступавший с лекциями в Израиле. Не могу отделить его оперы от его трактатов. Его теория и музыка – единое целое. Он всегда считал себя прежде всего философом и уж потом композитором. И хотя родственники Готфрида Вагнера порвали с ним, а неонацистские группы грозят ему расправой, главной темой его публикаций и лекций остается антисемитизм Рихарда Вагнера и его влияние на политическую и культурную жизнь Германии. В Советском Союзе, как и в нацистской Германии, музыка Вагнера была в почете и культивировалась. Ставили его популярные оперы, по радио и телевидению транслировали его музыку. Находясь под надежным железным занавесом, который соорудила и оберегала КГБшная опричнина,
Никто толком и не очень-то и вникал или вообще знал, что почитаемый немецкий композитор XIX века Рихард Вагнер – отъявленный ксенофоб и антисемит, ставший для главарей Третьего рейха предтечей нацизма и Холокоста. Но сейчас же знают, в чем же причина культа. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Все ясно. Фашистский эсминец. Откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z.